Так, сейчас тебе плюшку дам, сейчас дам, сейчас дам плюшку, сейчас. Сейчас тебе вкуснятинки дам. Конечно, конечно. Помню про тебя, помню. Ух ты! Плюшка огромная, а ты ее, блин, за один раз. Оп, и нету. Еще одну, да? На, еще одну. Думаешь, если будет морда торчать, так тебе что-то дадут? Ага. Ох, какой же ты грязный. Как же не скоро это засохнет грязь, Яша. Застыл. Привет всем, друзья мои. Снова мы с Яшей здесь, у меня на хуторе. У нас в Беларуси наконец наступила настоящая осень, прям такая, можно сказать, почти поздняя. Листья уже опадают, и уже почти все опали. Теперь здесь стало немножечко по-другому. Все выглядит как-то иначе, не так, как летом. Поэтому взгляд привыкает. После того, как мы ушли на прошлой неделе отсюда, я вижу, здесь ничего не изменилось. Видно, никто не приходил, никто не приходит, слава богу. Это меня радует. Погода у нас хорошая, ветра практически нету. Температура, наверное, градусов 6. Сейчас, друзья мои, после долгого перехода я решил, что схожу в лес, наберу мха. Потом после этого пойду, схожу, соберу грибочков. По дороге я видел много грибов, которые я хотел бы собрать и приготовить сегодня. В прошлый раз, когда я готовил грибы, многие спрашивали, почему я не собираю грибы в лесу. Ну, конечно же, я собираю грибы в лесу, и сейчас вы в этом убедитесь. Я их соберу и приготовлю. Сегодня будет на ужин грибочки, очень необычные. Не забывайте, друзья мои, подписываться. Не забывайте голосовать. Мне очень приятно, что вы голосуете за нас с Яшей, друзья мои. Всех, друзья мои, я благодарю. Ну, а сейчас по плану буду заниматься делами. Яшка, ты закрыл. Я ее открыл, а ты закрыл.
Пошли, Яша, мох принесем. Пойдем. Старый уже мухоморчик. Надо свеженький. О! Хе-хе-хе. Ох, какие красавцы, а! Ох, и вон еще. Ох, у меня будет сегодня ужин. Супер. Вообще красота.
червивый, а? О! А это вообще красавцы, а? Смотри, я мухоморчики собираю. Вот такие. Что, Яшка, еще тут есть? Смотри. Еще смотри. Или хватит нам? Сейчас я посмотрю, может быть, моложе найду, а старое повыбрасываю. Там у меня было несколько старых, уже таких. А вот молоденьких бы вообще хорошо зайдут. Ну, насобирал мухоморчиков. Все, тут на ужин хватит. Выберем самые красивые, которые побольше старые повыбрасываю. Вот хорошие оставлю. Не ожидал, что я столько грибов насобираю. Сейчас, друзья мои, займусь работой. Потом, после работы, разожгу костер и начну перебирать грибочки. Старые будем убирать, эти грибы, а вот молоденькие, красивые оставлю для сегодняшнего ужина. Так, друзья, в прошлый раз я умудрился бензопилой пропилить гвоздь. Цепь вышла, ну, я так понимаю, что в негодность. Конечно, может, ее можно восстановить, но я не стал этого делать. Просто мне предложили сразу же замену этой цепи. Та же компания. Я поставил новую цепь и думаю, что она будет справляться. Потому что в этой цепи нанопокрытие. И прошлая цепь служила довольно долго, она хорошо пилила. Ну, не надо, конечно, пилить гвозди, не погружать пилу, работающую в песок, в землю, когда пилишь. И тогда она будет еще дольше работать. Поэтому буду теперь стараться аккуратненько, без вот таких вот оплошностей.
Вот я и закончил потолок. Весь потолок сделан. Даже вон над дверью там прибил. Заделал пену. Заложил мхом. Я думаю, что сейчас будет отличная парная. По крайней мере, лучше точно, чем было. В следующий раз я еще хочу протыкать хорошенько щели. Вот у меня еще остался мох. И вот я приду, все щели заделаю и попарюсь. Обязательно надо испробовать, что же получилось. Ну а сейчас надо идти готовить быстрее грибы, потому что они готовятся довольно долго. Портится погода, слышу, капает дождь. Ну, осень есть осень, поэтому надо с этим мириться. Надеюсь, что я успею приготовить. Все будет в порядке. Так, друзья, все, начинаю перебирать грибы. Тут поехали, короче. Смотрите, друзья мои, гриб мухомор красный и патерный. Вот самое основное, многие считают, что он ядовитый. Вообще это условно ядовитый гриб, условно съедобный, условно ядовитый. Его можно употреблять в пищу. Вполне себе очень вкусный гриб. Что надо сделать? Как я делаю, это снять вот эту кожуру,
не кожуру, а вот эту пленочку сверху. Я вот ее, если она не снимается, то срезаю. Вот буду брать самые такие красивые грибочки. Старые брать не буду. Сначала я их брал, потому что думал, что много не насобираю грибов, но оказалось, что их очень много. Сейчас осень, а осенью они любят дождливую, холодную, прохладную погоду. И вот они прекрасно растут сейчас. Вот так, очистив гриб от кожуры вот этой сверху пленочки, его можно уже будет употреблять. Потому что основные вещества вот в этой именно пленке сверху, которые ну, влияют на человека странным образом, так скажем. Некоторые грибы эти употребляют для трипов каких-то мухоморных там. Я, в принципе, их употребляю для того, чтобы ем в основном ножки. Вот можно ее есть даже сырой. Я, например, иду в лес, если далекая, если большой длительный переход, а я уставший, я беру 2-3 вот такие ножки, съедаю их и вот так вот беру ножки, съедаю эту ножку и вполне себе чувствую намного лучше. Бросаю в воду, будем отваривать. Энергии становится больше, и ты чувствуешь, что можно дойти и подальше куда-то, и 20 километров промахать. Ну, а кожуру оставим для тех, кто применяет мухомор в других целях, там лечебных. Для них, конечно же, эта кожура нужна обязательно. Она имеет самые вот эти основные свойства. Те, которые именно содержатся в мухоморе, они именно содержатся практически вот в этом верхнем слое. Кстати, мухомор, этот гриб, очень любит черви. Очень странно, если бы гриб был на самом деле ядовит, его никогда не едят черви. Я сколько находил ядовитых грибов, они всегда чистые. А вот мухомор всегда, он именно поражен червями. И его с удовольствием едят черви. Поэтому это еще одно доказательство, что мухомор никакой не ядовитый гриб, а вполне себе съедобный.
Водичка закипела, и теперь час будем варить. Прошел час, надо слить воду и налить еще свежей. Сейчас поварю еще полчасика, и потом можно их обжаривать. Кто там, Яш? Идет кто-то? Яша кого-то увидел. Он так смотрит только, когда кто-то там вдали. Интересно, кто там? Яш, сбегал бы ты в разведку. Смотрел, кто там. Доложил мне. Что, нет никого?
Или ты за меня прячешься? Прятался? Не пойдешь в разведку? Вот так вот кабан вам. Охранник. Слышит-то он слышит. А вот. Ага, ага. Чесать я тебя не буду, погляди, какой ты грязный. Ты в луже валялся. И не высох. Устал, да? Конечно. Целый день ходишь. Я тебе листьев туда принес, в твою конуру, а ты не идешь. Иди к себе там полежи. У меня сегодня ужин очень долго делается. Грибы варю. Грибочки довариваются, а я уже режу лук. Сейчас ставлю сковородку на огонь и забрасываю туда сваренные грибы вот с этим луком. Еще полчаса поварились грибы. Я их сливаю и сейчас на сковородку вместе с луком. Вот слегка зазолотился лучок и добавляю туда грибы. Мухоморы, друзья. Мухоморы. Вот целая сковородка вышла мухомора. Немножко приправ всяких добавим.
соли обязательно. Прикрою крышкой пока. Все, отодвигаю вот сюда, пускай на малом огне готовится. А сюда ставлю варить картошку. Парной печечка топится. Будет тепло сегодня спать. Сейчас закрываю здесь дверь. Зверь голодный. Сейчас я картошку буду сливать, и я в Яшкину еду солью, и Яшка будет кушать. Да, Яш? Так, вот и картошечка готова. Яша, давай я тебе водички налью. Ох, сюда вот сейчас картошечку. Осторожно, пятачок. Осторожно, пятачок обожжешь. Так, пятачок, перестань. Ох, какая рассыпчатая картошечка. Сейчас грибочками посыпем сверху грибочками. Так. Ну и самое главное сейчас зелени. Вот укропчик для картошечки. Будет замечательно. Ну и самое главное зеленушка. Хорошо будет сейчас, вкусненько. Это будет не только мне, но и Яше. Да, Яша? Иди кушай. Иди. Приятного аппетита. У меня сегодня мухоморы с картошкой.
Жареные мухоморы с картошкой. Ах. Если через 2 часа не умру, значит все в порядке. Грибочки вообще. Просто шик. Я вам скажу, мухоморы повкуснее, чем шампиньоны, намного. Прямо очень приятный вкус, очень. Даже не верится. Яша, вот осталась картошка, я тебе ее отдам. Грибы я все съел. Так что не переживайте, друзья, что я мухоморов Яшке даю. Мухоморы ем только сам. А Яшке картошку. Ого, ты быстрый. Моментально съел. Ну что, Яша, вкусненько? Картошечка понравилась? Понравилась. Ох, как же тепленько.
Вот, друзья, и заканчивается наше с Яшей путешествие. Как видите, мухоморы, так сказать, я развенчал этот миф, что мухоморы ядовитые. Они никакие не ядовитые, вполне себе очень съедобные грибы и даже очень вкусные. Поэтому я, конечно, не рекомендую вам их употреблять. Там, вдруг у вас какой-нибудь там, может, у вас какой-то особенный желудок, и вам они не подойдут. Ну вот, для меня вполне себе такие нормальные грибы. На этом, друзья мои, хочу с вами попрощаться. Увидимся в следующие выходные. Если это видео выйдет, значит я живой. Всем пока.